Здравствуйте, уважаемые любители дронов, а скорее даже те, кто планирует ими стать. В этом видео я попробую помочь вам решить проблему выбора и разобраться с некоторыми техническими вопросами, которые вам пока плохо понятны. В первой части ролика мы разберемся с некоторыми терминами, техническими характеристиками и функциями, которые присутствуют у большинства современных квадрокоптеров. Для начала дроны можно разделить на складные и нескладные. Но тут, думаю, особо объяснять ничего не стоит, все ясно из названия. Лично мне больше нравятся складные, так как они более удобны, и за последнее время количество моделей очень сильно выросло. Обычно они всегда укомплектованы собственной камерой, в отличие от нескладных, на которых камеру чаще всего можно устанавливать какую угодно, в зависимости от его грузоподъемности. Следующим важным параметром является вес дрона, а важным не только потому, что от него зависят летные характеристики, но и из-за законодательства в отношении беспилотных летательных аппаратов в той стране, где вы его используете. Например, в России все беспилотные летательные аппараты весом от 250 грамм до 30 килограмм подлежат обязательной регистрации, в которой, кстати говоря, нет ничего сложного, как некоторые думают. Управлять таким аппаратом вы можете в светлое время суток, в пределах прямой видимости и на высоте до 150 метров. И все это вне запретных зон, о нахождении которых вы можете узнать по ссылке в описании. Я, конечно, сомневаюсь, что за вами будут бегать с целью взвесить ваш квадрокоптер и замерить высоту полета, если вы в наглую не летаете в центре города. Но все же надо иметь это в виду. Следующий важный параметр – емкость аккумулятора и зависящее от него напрямую время полета. На емкость следует обращать внимание, особенно если у вас какой-нибудь гоночный или самосборный дрон с возможностью установки аккумуляторов разной емкости. Если же у вас обычный серийный квадрокоптер со штатным стандартным аккумулятором, то при покупке стоит обращать внимание на заявленное производителем время полета. Так, два дрона с одинаковыми по емкости аккумуляторами, но разных производителей могут иметь разное время полета, в силу того, что это разные конструкции, по-разному расходующий заряд. Кстати, среднее время полета, если кто не знает, не такое большое, как хотелось бы многим, и 25 минут, например, это очень и очень прилично. По возможности лучше брать комплект с максимальным количеством аккумуляторов, обычно они сменные. Чаще всего продаются комплекты с количеством от 1 до 3 аккумуляторов. Идем далее. Видеосвязь. Большинство современных квадрокоптеров имеют возможность управления ими от первого лица, используя бортовую камеру. Существуют пульты со встроенным экраном, как, например, у Xiaomi Fimea 3, но таких не так много. Большинство пультов управления работает в связке со смартфоном, на котором должно быть установлено специальное приложение, которое чаще всего выпускается производителем дрона. Есть два типа такой связки. Первый тип – это когда видеосигнал приходит на пульт, а с него поступает на смартфон, как, например, у Hapsan-Zino, или почти всех моделей фирмы DJI. Этот вариант, конечно, предпочтительнее, так как производитель специально делает пульт под конкретный квадрокоптер, и дальность связи по видео легко может достигать 1-2 км. Второй тип – это когда телефон принимает видеосигнал непосредственно с квадрокоптера через установленный на нем Wi-Fi модуль. Есть модели, работающие через стандарт 2,4 ГГц. В данном случае дальность приема видеосигнала совсем небольшая – около 100 метров. Другой вариант – Wi-Fi 5,8 ГГц. Производители часто пишут 5G, что вносит путаницу, так как многие принимают его за стандарт сотовой связи, к которому он не имеет никакого отношения. С 5,8 ГГц дальность значительно больше, может доходить до 500-600 метров, в зависимости от смартфона, так как модули Wi-Fi на разных моделях телефонов разные. И еще одна важная деталь. Все эти расстояния довольно условны. Производитель всегда пишет максимальную дальность при идеальных условиях, с минимумом помех. Обычно в городской черте радиоэфир засорен множеством всевозможных шумов, и дальность, скорее всего, там будет меньше. По этой же причине не следует летать в непосредственной близости вышек сотовой связи и высоковольтных линий электропередач. Электромагнитные поля, создаваемые ими, могут влиять на компас дрона, GPS и другую электронику. Опять же, все индивидуально для каждой конкретной модели. Теперь поговорим о режимах, которые есть у современных квадрокоптеров. Headless Mode, или так называемый безголовый режим. Он служит для более простого управления квадрокоптером. В обычном режиме одним стиком мы вращаем его вокруг своей оси вправо или влево, а другим управляем движением вперед или назад.
В режиме Headless Mode дрон управляется независимо от того, в какую сторону повернута его голова. Мы можем перемещать его вперед, назад, вправо и влево, наклоняя стик в определенную сторону, не крутя вокруг своей оси. Return to Home или возврат домой. Это режим, благодаря которому дрон самостоятельно возвращается на точку взлета, используя GPS. Этот режим можно включить вручную, либо он включается автоматически при потере связи с пультом, или если квадрокоптер вышел за пределы обозначенной для него зоны. Режим движения по точкам. В этом режиме вы можете задать дрону точки на карте, по которым он будет перемещаться, например, что-нибудь снимая. В некоторых моделях присутствует возможность еще указывать и высоту каждой точки. Режим облета точки интереса, или режим орбиты, как его еще называют. Дрон летит вокруг обозначенной точки, также снимая, например, фото или видео. У DJI Mavic Mini есть еще разновидность такого режима – облет по спирали. Дрон поднимается вверх по спирали, постепенно увеличивая ее диаметр. Режим Follow Me или Следуй за мной. В этом режиме квадрокоптер следует за определенным объектом на некотором удалении от него. Также почти все современные дроны сейчас умеют зависать на одном месте, удерживая высоту и положение. Для этого используются встроенные в них акселерометр, барометр и GPS-модуль. Для более точного позиционирования на местности у некоторых дронов имеется камера снизу, благодаря которой они анализируют картинку под собой и делают выводы, насколько точно они зависли над одной точкой. Теперь перейдем к выбору квадрокоптера. Если вы планируете купить свой первый дрон, но еще точно не уверены, оно вам вообще нужно, вы вполне можете взять что-нибудь недорогое в районе от 5 до 10 тысяч рублей. Под эту категорию попадают разные модели квадрокоптеров, но я отмечу парочку самых популярных в бюджетном ценовом сегменте: Yechine E520S и SG907. Ждать от них чего-то серьезного, конечно, не стоит, но для того, чтобы получить навыки управления дроном, попробовать все их функции и понять, что же это такое, они вполне подходят. E520S умеет писать видео на microSD карту, чего не может, например, SG907, который пишет видео только на смартфон через специальное приложение. Зато в SG907 есть возможность удаленного поворота угла наклона камеры, используя пульт. Кстати, покупая недорогую модель, обращайте внимание на то, что microSD карта, на которую, возможно, умеет писать видео ваш дрон, должна быть не менее 10 класса, иначе скорости записи может не хватить. Далее в нашей условной иерархии квадрокоптеров идут модели, примерно похожие на предыдущие, но имеющие бесколлекторные моторы, которые отличаются более высоким КПД, мощностью и долговечностью, в отличие от обычных щеточных двигателей, которые устанавливают на самые недорогие модели. Из этого класса квадрокоптеров, опять же, можно выделить парочку наиболее интересных, как мне кажется. Это SJRC F11 и SLRC SG906. F11 и F11 Pro отличаются вполне хорошим качеством видео для дронов своего ценового сегмента. У SG906 нет возможности записи видео на карту памяти, но зато у него помимо стабилизации в пространстве с помощью GPS есть и оптическая стабилизация с помощью нижней камеры, поэтому его можно запускать даже в помещении. Следующий сегмент – квадрокоптеры, имеющие стабилизирующий подвес камеры. Вот они уже на порядок лучше. Специальные моторы в таком подвесе компенсируют тряску и вибрацию, создаваемую дроном в полете, делая записываемое изображение четким, без мыла, практически как на съемках кино. Штука эта не дешевая, поэтому и цена таких машинок значительно выше, чем то, что мы рассматривали ранее. Дальность полета таких квадрокоптеров вполне может превышать 1 километр. Здесь можно выделить следующие модели: Hapsan Zino, Xiaomi Fimea 3 и новая модель от флагмана дроностроения DJI Mavic Mini. Все эти квадрокоптеры обладают замечательными летными характеристиками, хорошим качеством записываемого видео и большим набором функций. Также можно упомянуть и Yechine EX4 Aurora, который является самым дешевым дроном, имеющим трехосевой подвес камеры. Ну и последние варианты, которые мы сегодня рассмотрим, это уже более серьезные модели с такой же серьезной ценой. В эту категорию можно отнести Xiaomi Fimi X8 SE и, конечно же, DJI Mavic Pro и Mavic Pro 2. Они обладают всеми характеристиками предыдущего ценового сегмента,
Но кроме этого, имеют на борту дополнительные ультразвуковые датчики, которые позволяют им избегать столкновений с деревьями или стенами, если вы запускаете их внутри помещения. Ну и помимо этого, они дальше, быстрее и выше летают, чем их более недорогие собратья. Такие дроны обычно покупают люди, уже знающие, чего они именно хотят, либо те, которые легко могут позволить себе покупку такой дорогой игрушки. Я надеюсь, что этот ролик помог вам определиться с выбором или узнать для себя что-то полезное. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Ссылки на дроны, представленные в обзоре, и на еще ряд моделей будут в описании под роликом. Желаю вам правильного выбора и хороших полетов. Пока!